Так, картинка. Картинка есть. Да, картинка у нас есть. Звук тоже. Ну что ж. Так, ладно. Без промедления тогда стартуем. Учитывая, что сейчас утро, может случиться так, что придется ждать. Ну да, танка нету. Такс. Как тогда будем делать? Может быть, можно на 20 левел быстренько апнуть. Так, я вроде тут даже успел прокачать. Скиннинг можно прокачивать пока что. Хорошо. Тогда... Так, а чё в смысле? Я что, точку полета не поставил? Серьезно? Как-то что-то не припоминаю этого момента. Я обычно всегда ставлю. Ну ладно. Ну, в принципе, пока бегу. Может быть, уже игру пособираться. Посмотрим. А так тогда по приходу в западный край я поставлю точку полета и пойду сразу же в сумеречный лес. Там продолжу снятие шкур. Прокачивать вплоть до 20-го, наверное, левела какого-нибудь. Так, а тут вроде... Да, тут общий онлайн не показывает. Хотя не понимаю смысла, зачем вам скрывать онлайн. Сервер всегда довольно густо населен. И когда уже начинается вторая половина дня, появляются очереди. Блин, может, конечно, еще появиться такая ситуация, получится. Так, когда это я играл? Вчера, по-моему. Или позавчера я прокачал друида. Не друида, а паладина. Тоже хила, холи паладина. Было так, что я прождал где-то, ну, почти час в очереди. Пока прокнул первый данж. Ну ничего, когда я апну тогда 20, если не прокнет, я еще в чат пропишу. Что какой-нибудь танк там плюс-минус 20 левела. Зарегался в данж.
Вылетай, брат. Интересно даже, из какой страны этот чувак. Да, действительно, оказывается, не поставил точку полета. Что очень странно. Так, проседает FPS. Серьезно? Вот это мне не нравится. Получается, через захват игры проседает. И захват экрана тоже будет проседать. Да, у меня была теория, то что таким образом проседает игра. Блин, этот УБС. Сейчас, секунду, посмотрим тогда. Блин, попробуем тогда через захват экрана, наверное. Не знаю. Ну или пока что ладно. Попробуем так, если вдруг еще раз будет проседать. Потом как-нибудь разберусь с этой проблемой. Главное, не забыть. Так, все. Запись есть. Так, да, он же так и не прокает, да? Ладно. Так, ДПС, я смотрю, тут чередовались. Или мне показалось?
Так, ну вот 19 уже есть. Так, у меня тут шмоточки были припрятаны. Окей. Появится только на 20-м. Блин. Блин, сейчас как назло не будет давать покоя. Та мысль, то, что все-таки из-за ОБС у меня зависает. Ну, блин, раньше такого не было. Так, талант прокачать надо. Да блин. Да, опыт очень быстро, кстати, качается тут. X7 все-таки. Никакой не близлайк. Блин, ну пожалуйста, ну танк, найдись. Тут же апнуть персонажа до 15 левела вообще без проблем. Это дело пара минут. Займет. В чем проблема? 20-й вообще не тороплю за полчаса. Это прям вообще, если не спешить. Да, чувствую, тут что-то с FPS не так. Бред какой-то.
Так, навык 118. На 125 уже можно будет обучить следующий уровень. Нормально. Как раз после этого я смогу прокачать профу. Barrel Shoes of Agility. Что это у нас? 4 ловкость. Нормально. Но не для меня. Так, ну еще один-два волка. И будет норм. Блин, без слэш. Не заметил. Так, надо отхилиться. Так, ну вот 20-й есть. Теперь надо идти обратно в Штурмград. Ай, блин, 20 минут уже почти прошло. Какой же отстой. Так, таланты. У меня в Clarity, кстати, переделанный. Я уже и позабыл, как он работает. Давайте лучше сначала его возьмем. Потом уже манореген. Starfire. Не, он мне не нужен. Катформ, ладно, и Проул понадобится.
На остальное пока деньги не буду тратить. Так. Healing Touch. Второй ранг, тут будет 4-й. Хорошо. БР. О! Как вовремя. Так, перекинем кожу. Ну что ж, теперь мы будем искать, конечно, один ДПС. Тоже может на пару минут. Притормозить процесс. Так. Пока, в принципе, кстати, да, я успею гонять. Нет, не успею. Ну ладно. Мертвая копия, как назло, блин. Тут как раз молоты падают. Ай-яй-яй. Понятно. Танк еще мертвый. Угу. Так, тут у меня какое-то мясо, еще волка.
Угу. Блин, ну за рестора, кстати, хилить довольно непривычно. Понятно, какой-то конченый просто. Дегенерат просто. Ой, блин. Там еще группа совсем не одета. Это основная проблема. Из-за того, что все X7. Одеваться очень трудно. Ты слишком быстро качаешься. Понятно. Что? Вот что это значит? Понятно. Надеялся, что будет нормальный кач, но я ошибался. Так, разбойник вышел.
Блин, ну я просто так выходить не могу, иначе будет 30 минут штрафа. Это что такое? Откуда вдруг это появилось? Какой-то саркофаг. Не хочу я с этой группой проходить. Пусть делают, что хотят. Пусть выходят, я не знаю, кикают меня. Как говорится, первый блин комом. Да, и это еще несмотря на то, что за, ну, переход с хила паладина на рестор дроида. Блин, не успею. Так, ну, на трамвай не успею, да. Ладно. Подождем. Так. Чё вы мучитесь со мной, ребят? Я не пойду. Я же сказал, я буду саботировать это все, мне плевать. Даже если мне бан кинут, я не знаю.
Так. Можно обучиться навыку оружия. Пока что. Поставить точки полета. Все, отлично. Так. Вот теперь, правда, я не знаю, что делать. Зарегать сразу или подождать? Так. Точку полета мы поставили. Ладно, полетели пока в Штормград. Есть ли русские гильдии на Вармейне? Так, ну я вернулся совсем недавно сюда. Надо подумать. Тут есть как бы, если ты планируешь именно осваивать вот эти все рейды и так далее, то есть по полной программе, то да, есть. Если, допустим, он присоединится к чату Global, я просто вышел из него, там слишком часто спамят. Но вот последние дни, которые я играл, там частенько, да, люди спамят прям с приглашениями, там, зовут игроков там хорошо одетых, чтобы осваивать контент. Вот эти вот все последние рейды Лича. Такие прям серьезные гильдии. Периодически появляются и новые тоже. У меня есть персонаж ДК 79-го. Вот он, да. Он там совсем в новенькой гильдии состоит. Там такое. Чуть-чуть мертво. А так, да, народу много, очень много.
Да и в целом русских очень много, я бы сказал. Даже когда вот спамишь подземелья, эти ЛФГ, очень часто попадаются русскоговорящие. Так, ладно, ну что, попробуем. Так, если не ошибаюсь, друид еще может выучить копье. Да, у меня его нету. Так, ну ладно. О, хорошо, хоть группа другая. Отлично. И паладин, который может кинуть мне каску и ман реген. А, ну вот я играю в Warcraft давно, прям очень давно, еще с детства. Но скажу честно, в рейды я ходил, когда вот второй раз вышла классика, я зашел в Molten Core, прошел один раз. И когда был Shadowlands, я прошел замок Нафрия обычку. Все. А так да, я больше склонен к ПВП. Я вот еще дополнительно играю на Turtle Вове, на черепахе. И там вот я себе делаю твинков. Сюда я тоже пришел с целью сделать твинков 79-го левела. И попробовать БГ. ПВЕ мне чисто интересен с целью, чтобы прокачаться до максимального левела, там, сделать квесты, одеться хотя бы хоть как-то. Во все остальные рейды я так ходил чисто, чтобы, не знаю, трансмог получить или что-то типа того. Так, французы, я так понимаю, с нами в группе. Хотя бы один. Да. Так, пошли уже драмы. Из-за плаща. Defiance Leggings. Так, ну раскидаю ходки. Так, я так понимаю, у меня там песня, наверное, с концом долгим. Ну ладно. Блин. Надо будет это исправить.
Да, по сравнению с предыдущей группой, это, конечно, большая разница. Адекватный лог, который просто сразу на меня СС накинул. На всякий случай. Два паладинских бафа, которые, по сути, хилу и нужны. Тут, я думаю, мы просто на изи проведем. И приоденемся, и левел апнем, я думаю. Так, а у меня еще и прист есть, да, точно. Отлично. Во, циркл. Тот самый, который Дыркуль называют. Я тоже там довольно долго играл. Также в детстве. Ну как в детстве, в подростковом уже возрасте. Очень долго играл. У меня там... Я играл с тех времен, когда там очень много миров было. Там X5, X10, X15, X20, X25, X100, X300. И все они были личевские. Я вот играл на X25, по-моему. Это очень давно было. Не так давно разве что попробовал свежий старт Легиона там. Ну, такое. Увидел то, что там баги все те же самые, которые были много лет назад. Поэтому перестал играть. Там же, кстати, по-моему, X5 еще отлично живет. Разве нет? Не обязательно на X1 переходить. Да и мне кажется, это, наверное, один из тех серверов, где уже, наверное, ну, очень долго этот лич живет. Там уже настолько все заезжено. Это, ну ладно, это мое субъективное мнение. Не хочу просто и ругать тоже, потому что все-таки наверняка там определенная работа тоже проводится и так далее и тому подобное. Но у меня просто впечатления давно уже сложились, ну, не такие приятные. Помню то, что там очень много доната. Практически все что угодно можно купить. Так, а чё полагрит все? Нехорошо. Так, mana after this. Nevermind. Так. X5, да, тоже нормально, если уже... Ну, что на Вармейне он выглядит более же... Да, да, с этим согласен. X7 на Вармейне. А вот вторая половина дня уже появляются очереди. Они маленькие, там не больше 200 человек. Но когда заходишь на сайт, смотришь, там, по-моему, показывают 12 тысяч. Это вот на X7 Ice Crown. В этом плане, да, можно. Если не смущает то, что здесь уже прогресс такой, ну, далеко зашел. Возможно, уже прям последние эти рейды вышли. Лишь поэтому я, допустим, не планирую тут играть на 80-м левеле. Это будет прям, ну, сложный кач. Да, вот в том-то и дело. В Зеркале можно что угодно купить. Да и на самом деле в Армении тоже очень сильно развита эта система, на самом деле, кстати. Я тут, когда первый раз
недавно зашел. Вот только вернулся обратно. Первое, что в чатах увидел, в Global Chat, там Looking for Group и так далее, это вот то, что игроки продают своих персонажей за какую-то там валюту вармейновскую специальную. Меняются персонажами, там пишут, у кого что есть, какие шмотки, какие маунты, достижения. Это первое, с чем я столкнулся. Понял то, что тут уже, ну, прогресс далеко ушел. Так, пал тут агрит, все, хреново. Сейчас, кстати, очень сложно найти, наверное, именно проект Лича без доната. Я вот как-то не припоминаю. Мне кажется, тот же Сирус, он тоже донатный. В какой-то степени. Я там не так много играл. А World PvP в целом, мне кажется, больше живо именно на классических серверах Warcraft, а не на Личе. Ну, хотя еще зависит, наверное, от локаций. Может быть, еще ладно. Sorry, I'm French. Окей. Отличный аргумент, когда не понимаешь, что пишут другие. Так, как-то это у нас лог был, по-моему, да? Лог. Ну, в этом плане, да, конечно. Какой-то донат нужен. Но я думаю, что лучше вводить не более чем какие-то условные косметические изменения и так далее и тому подобное. Вот, допустим, в этом плане я поддерживаю стремление сервера Turtle WoW. То есть я вот как бы больше все-таки мне нравится играть именно классический WoW, чем вот какие-то аддоны. Разве что Лич просто потому, что в детстве я больше в него играл. И вот в Turtle WoW там именно все вот на косметике завязано. И причем там очень много. И плюс еще маунты. Маунты, они же никак геймплей не меняют. Какие-нибудь кастомные маунты, там, я не знаю, образ изменить, какие-то тринки, которые превращают тебя в каких-нибудь там NPC. С текстурками из Warcraft 3, кстати. То есть чисто такие вот фишечки, и они почему-то все пользуются спросом. А вот то, что влияет на геймплей, я бы, допустим, ну не знаю, ну такое. Так, сейчас он получит по лицу. Надо себя хотнуть. Ну вот в таких серверах, да, вот здесь донат, и где прогресс уже далеко ушел,
там новичку будет очень сложно найти игроков с таким же успехом в игре, условно говоря, да. То, что кто-то, допустим, просто задонатит там немножечко и повысит себе максимальный левел. Еще чуть-чуть задонатит и уже получит какой-то стартовый гир. Что там уже... И я тоже в подростковом возрасте, когда там играл, или сколько мне тогда там было, может, каких-нибудь 18. Я тоже там и покупал и бусты до 79-го. Так, надо будет ману попить. Так, а где Лок? Когда он пропал? Что он делает? Так, кинем ходку сюда, туда. А, прям совсем? Совсем не пробовал ванила. Ну и если вот так вот прям сразу, да, с лича перейти на ванилу, то, да, будет разница очень большая. Потому что тут даже есть очень маленькие такие детали, которые прям не замечаешь, когда играешь на личе, которые поменяли геймплей в ту или иную степень. Ну, в простоту, скажем так, да, упростили. Так, сейчас меня тут немного отвлекают. К примеру, допустим, не секрет то, что очень много аддонов, которые оказались очень популярны среди комьюнити, они плавно потом просто перешли в интерфейс уже встроенный в сам Warcraft. То есть сами разрабы посмотрели, вот подходящий аддон, там игроки его часто использовали в какой-нибудь ваниле, они взяли его, переделали и встроили в Warcraft. Допустим, вот ЛК. Там самые такие простенькие фишечки, допустим. Вот я, допустим, вот превращаюсь в медведя, и вот хочу нажать на хилку какую-нибудь, вот, допустим, вот восстановление. Меня автоматически сбрасывает. Я превращаюсь в эльфа. А в классике такого нету. В классическом Варкрафте для этого нужно специальный аддон ставить для друидов. Или не, он там общий, по-моему, называется такой. Который автоматически тебя сбрасывает с маунта или превращает обратно вот в друида, гуманоида. Когда ты используешь какой-то другой спелл. Казалось бы, мелочь, но она может там изменить ход боя в PvP именно. Всяких квест-хелперов там тоже не было. Поэтому да, если играть в ванилу, то там сразу же нужно готовиться к тому, что нужно целую пачку аддонов. Хотя бы базовых установить. А в личе он встроенный, по-моему, квест-хелпер тоже. В личе и аукционом проще пользоваться. Так, что-то тут мы многовато спулили, я смотрю. Ой-ой-ой. Но тут, походу, сейчас будет... Или... Так, Wisdom сейчас на мне закончится. А, все, я апнул. Левел. В Мэрлок. Ну и ладно, хрен с ним. Он и правда пулил слишком много. Так. Ладно. А что это было? Что так много сагрили-то?
Если не ошибаюсь, боб у них тоже появляется. На этом же уровне, где-то плюс-минус. Могли бы кинуть на мне боб. Да, да. Знаю, откуда эта отсылка. По мне это вообще, кстати, это был прям вот шедевр. Отличная реклама сделанная. И малеет, импрувит. Так, что, живут нормально? Лока кикать, но... Ладно, соглашусь. Так, благодарю. Так, ну... 79-й. Ну вот, смотри, я... Так, сегодня 9 августа. Я вернулся на Вармей, наверное, на прошлой неделе. Я где-то за 2-3 дня, не особо торопясь, апнул 55-й на Холле Паладине. Потом сразу же пошел играть за ДК. Прокачал его до 79-го. Ну, пока ты играешь, периодически, потихоньку точнее, да? Так, его еще не бафнул. Потихоньку зарабатывается и голда. То есть я вот особо как бы ничего такого не продавал, только ресурсы старые. Я занимался горным делом. И старые ресурсы я еще добывал. Когда прокачивал инженерное дело. Потом я это все продал, немножечко голды было. В итоге я набрал где-то 1200 голды всего лишь. И вот за эту 1000 я смог купить почти full сет, саранитовый сет, латный. А это уже, я думаю, минимум половина, если хочешь полностью, прям по полной программе одеться там с этими, с энчантами, с камушками, символы. Поэтому, я думаю, не так уж и трудно. Вот сейчас у меня ДК, вот у него саранитовый сет, по сути, есть. Осталось выбить какое-то оружие. Я вот думаю, либо какую-то двуручку, либо два парных клинка. Все-таки у меня Фрост ДК. Я люблю играть только на Фрост ДК. Тринки я сделаю за инженерное дело. Все быстро прокачивается, потому что рейты профы X3 тут. Поэтому прокачать профессии это тоже два пальца об асфальт, как говорится. У меня вот сейчас вот кожевничество. Сколько уже? 150. И снятие шкур чуть меньше там. И то я это делал просто потому, что мне было делать нечего, пока я ждал прока данжа. Думаю, какая-то неделька нужна и все. Неделька, максимум 2. Там, пофармить какие-нибудь ресурсы, если не хочешь все покупать.
2500, ты имеешь в виду голды, да? За всю траву, которую продал там. Это, наверное, это, которая уже в Нордсколе. Окей. Ну, тоже отлично. Я думаю, 2500 это прям с головой хватит, чтобы приодеть твинка. Там в аукционе вот саранитовый сет. Там каждая шмотка, она стоит плюс-минус 200 голды. Какая-то, по-моему, стоила, может быть, чуть меньше. Какая-то ровно 200, какая-то там 250, 220. То есть, ну, по меркам Лича это не так уж и много. Учитывая, что это шмотка для твинка на 79 левел. По-моему, кольца и шея, вот они будут подороже, если не ошибаюсь. Такое, как правило, обычно бывало. Это еще когда я в Личе, по-моему. Ой, когда на циркуле играл. Я там тоже твинков себе мутил. Так, ну что? Ульнем. Я 22 левел, 2 таланта еще не прокачал. Так. Что-то Рога... Тут я думаю, почему Рога столько много агро берет на себя? А он 15 левел. Только сейчас 16 апнул. Совсем, наверное, голая. Без шмоток. Тут, кстати, единственная проблема, вот, с которой я столкнулся, когда вот прокачивался через подземелье Холли Паладином. Ты же за каждый данж получаешь еще мешочек с какой-то шмоткой. Наугад там статы какие-то. И вот играя за Холли Паладина, тебе дают шмотки со статами чаще всего для ретри Паладина, прот Паладина. И максимум можно рассчитывать на какие-то кольца. На кольца и шею. Но это уже вопрос рандома. Они дать шмотки типа ткани нельзя. Хоть они там по большому счету с интеллектом. Вот в этом плане трудно себе выбить какой-то шмот нормальный. А чем мы сюда прыгнули? Так, блин. О. Ну вот. Рога саграл. Так, сейчас мы тут босса завалим. Не могу отвлекаться. Знал бы я что-нибудь за мага, конечно. Я магом... Я кастерами вообще не играю. Кроме баланс друида, просто потому что веселый класс. Именно вот на Личе появился.
Там эти призывы древние, и этот тайфун вообще прикольно скидывать в пропасть кого-нибудь. Это офигенно. А так кастеры мне не особо нравятся. Я люблю врываться в ближний бой, в открытую, как ретрик какой-нибудь, как ДК. Поэтому в этом плане я еще разбойников прям ненавижу. Это крысы. Из-за них играют, не знаю. Это тоже опять мое субъективное мнение. А вот за мага, кстати, да, я, наверное, последний раз прям так подольше играл. Тоже на циркуле. Но я прям... У меня такая загорелась мысля. Я тогда еще подростком был. Прокачать все классы. Хотя бы просто прокачать до 80-го. Просто узнать, что у них там есть, какие способности и так далее. Поэтому я плюс-минус еще помню, что у каждого есть и что они могут. Правда, за магом, наверное, я играл Fire магом. За Лока я играл, наверное, только Дестро Лок. Кстати, Дестро Локом пробовал тоже на БГ-79. Очень весело было. Хоть я и за кастеров не особо. Ну да, вот что-то такое особенное у ДК есть. Так, они там большую пачку сагрили, я смотрю. Я поначалу, кстати, за Анхолика тоже любил играть. Просто потому, что мне нравилось, когда в твоем распоряжении есть на постоянной основе какой-то еще боевой спутник. И вот похожая мысль у меня сохранилась до сих пор. Мне, допустим, не нравится играть в соло в Warcraft. Не люблю. Мне быстро как бы наскучивает игра. Особо играть не с кем. Товарищи играют в разные игры. Один ушел играть в сквад, другой играет в ТСО. А вот у Анхоли ДК, у него был этот вурдалак. Поэтому хоть какой-то боевой товарищ безмозглый был. Но нормально. Было весело. А вот Фрост ДК, да, он мне понравился как раз-таки тем, то, что ты носишь два парных клинка. Ты закован в латах, но ты наносишь просто сотни ударов там в секунду, ну, условно говоря, да. Так, 23-й, неплохо. Вот сюда вкачаем еще один. Мне, вот, допустим, именно Фрост ДК с двуручкой не нравился. К сожалению, так получилось, то, что вот в последних аддонах почему-то акцент ставили на двуручку ДК. Хоть и таланты есть там, которые чисто заточены под одноручного, под парные клинки там, да, условно. Но они говорили то, что вообще, ну, игроки говорили то, что как-то спек такой себе слабенький. Вообще там никакущий. А так, блин, с одноручками я вот на этом... на припатче, вот, когда БК заканчивался у Близов тут, они же вот, когда перезапускали классику, потом пошла БК. В БК я не играл вообще. Но вот когда начался припатч на Лич, я создал ДК, прокачал его быстренько, и когда апнул 61 левел, я просто спамил Альтеракскую долину вплоть до 70 левела. Я прокачался только на БГ. Потому что, когда ты побеждаешь, ты получаешь 10% от полоски
этого вот опыта. Вот общей полоски. Ну, по-моему, где-то 10%. Так, сейчас я тут проверю, что все хорошо, и продолжу рассказ. Просто еще прикол в том, что был... я играл на русском сервере в РУ-регионе Пламегор. И почему-то, но именно РУ-регион побеждал на Альтераке просто всегда, без исключения. Ну ладно, там, может быть, из условных 100 игр ты мог проиграть максимум 5. Мы просто буквально унижали европейский сегмент. И все очень банально. Просто потому, что мы придерживались кое-какой тактики. А они тупо шли через центр, сразу же бежали на бункер мини-босса. Я вот играл за ночного эльфа. Поэтому мы за Альянс, да? У меня ночной эльф был, ДК. А они просто тупо туда забегали, мы их там ждали на горе сверху, забегали в бункер, их вайпали и все. Из-за этого фронт сыпался, и мы побеждали. Это если коротко говорить. Но там вроде бы чуть-чуть больше Альянса было, чем Орды. Либо 50 на 50, либо чуть-чуть больше Альянса. И вот так вот я прокачал своего ДК на припатче до 70-го левела. Я его прокачал. Я его потом одел в full PvP шмот. Весь, что был, весь топовый. Купил за Honor маунта даже. Там же кап Honor, он есть 75 тысяч Honor. Больше нельзя, это кап. И поэтому приходилось на что-то тратить. Так, ну неплохо, неплохо. 24-й. И поэтому я вот его одел, купил маунт и еще сверху набрал 75к. Я даже за PvP валюту успел эту себе альянсовскую накидку купить. Вот до сих пор вспоминаю. У меня даже на канале тут есть парочка видосов, связанных именно с Альтераком. Там отдельно сделал видос «Мой путь от 61 левела до 70-го». Там чисто такой, как нарезка. Итак, парочка оставшихся записей. Full БГ. Так, надо к тренеру забежать. Единственная, конечно, проблема это была Орда. Именно с РУ-региона. Потому что они знали нашу тактику, мы знали их тактику. И поэтому там не получалось вот так вот из-под тишка, со спины напасть и разбить их. Поэтому там уже шансы приравнивались. Либо мы их, там уже зависит, кто первый вот в первом боестолкновении победит, та команда, скорее всего, выиграет. Там бывало, что мы и проигрывали, но бывало и что выигрывали. Вот это были, конечно, хорошие времена. Помню, я там еще скрины делал. И на одном БГ... Просто представь себе, что вот на одном БГ было так, что абсолютно ни один человек у нас не погиб. Из всего рейда 40 человек, 40 рел. Никто не погиб.
То есть до такой степени мы просто пронеслись такой вот кучей, до их базы убили этого Драктара, и никто не погиб. Я просто сам офигел. У него с этим тоже скрин там остался. Там в таблице именно видно то, что никто ни разу не умер. Так, шипы возьмем. Ну вот, ресторс у нас есть. Заклинание этого, наверное, хватит. Сейчас надо продать. Что у нас тут выпало? О. Тут хотя бы хорошо. Первая шмотка с интеллектом. А у ДК был, кстати, какой-то гибрид, связанный, по-моему, с Блад веткой, если не ошибаюсь. Там он наполовину Блад ДК и наполовину хз. Может быть, Анхоли? То есть неплохая такая выживаемость. И плюс еще урон офигенный. Так, ладно, зелье мы оставим. Оффхенд тоже пока оставлю. Так, этот наплечник тоже можно будет продать. Ну да, логично, потому что они оба двуручку носят. Я как-то экспериментировал, заходил на сайты, пытался рассмотреть в калькуляторе талантов какой-нибудь такой интересный спек. Но не помню, получалось у меня или нет. Я вот как раз вспомнил, у меня же был ДК на циркуле. Так, сейчас быстренько тут оденем все это. Был, короче, ДК. Твинк 79-го, но он там у меня заряженный был вообще. Было все. Были все энчанты, были камушки, был шмот. То есть саронитовый сет. Фулл инженерное дело, соответственно, инженерная голова была. Там тринки офигенные были. Ну, тоже, по-моему, инженерное все. И я, по-моему, как раз-таки сделал гибрида. Именно от Blood, Unholy. И там вот без всех бафов, я помню, у меня было хп 23к, наверное. Это на 79-м левеле. И это без фрост. Этой вот. Фрост стойки. В Анхоле стойки, по-моему, было это у меня. Столько хп без бафов. Хуман ДК. Гибрид. Так, все. Это мы можем продать. Я в него так неплохо вложился. У меня даже был этот мотоцикл. Чоппер этот инженерский. Был Мамонт за 20к. Который в Долларане покупается с вендорами. Такой, достоин уважения. Но сейчас я уже, наверное, не найду его. Скорее всего, либо он удален, либо я просто тупо не помню пароль. Ну, бессмертие вот в Альтераке это вот такой один раз у нас получилось. Да и Альтерак на припатче это не тот Альтерак, который в оригинальной классике, кстати, если что. Потому что в оригинальной классике Альтерак это... Вот это прям реально... Это гибрид. Гибрид прям самого настоящего ПВЕ рейда с ПВП ареной гигантской. Ну, ПВП поле боя, точнее. Потому что в классической
изначальной, в классическом изначальном альтераке, ну, на всякий случай, если ты не знал, во-первых, по всяким обочинам, где можно в теории обойти главные дороги, там мины расставлены, которые тебя практически шотают, во-первых. Во-вторых, там дофигища повсюду патрулей. И в-третьих, возле каждой ключевой точки, возле кладбища, в башне, прям возле самих флагов, которые нужно захватывать, там всегда сидит элитный какой-то там сержант, которого ты соло не заберешь. Их нужно забирать, там, я не знаю, пару рыл, чтобы хотя бы был какой-нибудь крепкий игрок, там, я не знаю, хотя бы танк или какой-нибудь хил. И это еще молчу то, что в классическом альтераке не было такого явления, как подкрепление. Это вот на припатче, я так понимаю, наверное, появилось то, что 600 подкрепления в альтераке. А так там не было. Поэтому вот бывало такое, что альтерак может длиться без преувеличения часы. Я когда играл на проекте, тоже классический сервер, это уже было, ну, несколько лет назад. Наверное, это был Elysium. Не помню. Это либо Lights Hope, либо Elysium. Это тоже классический сервер. И вот там, когда ты заходишь, ты просто открываешь вот эту PvP-таблицу и просто видишь продолжительность боя. И там написано 9 часов, 13 часов. То есть реально игроки сидят на поле боя сутками. Просто потому, что кто-то там затормозил продвижение. И все, и никто не хочет сдаваться. Пару раз такое попробовать, это, конечно, прикольно, но на самом деле это прям нереальная пытка. Так, ладно, запускаем следующую. Я, кстати, может быть, как-то попробую зайти. На циркуль чисто попробовать вспомнить свои эти личевские аккаунты. Просто вот сюда, когда я вернулся, у меня было тут 3 аккаунта на Вармейне. И все мои предыдущие персонажи были удалены. У меня тут было чисто парочка таких, которые, ну, чуть-чуть одеты были там на 80-м левеле. Но их взяли и удалили. Очистили базу данных, я так понимаю. Поэтому я вот боюсь, что, наверное, на циркуле то же самое. Ну, да, да. Пожалуйста. Классики там, да. Там очень много такого интересных таких нюансов. Это такие вот прям самые-самые главные. А так, почему еще ПВЕ, допустим, это потому, что ты мог спокойно, пока какая-то масса основная воюет, там, на условном центре, глиномесы все эти, ты, допустим, можешь спокойно брать какие-нибудь квесты и их просто тупо делаешь. На базе вот Альянса там, в Дунбалдаре. Так она называется, если я правильно помню. Там, допустим, верни какого-нибудь барана в стойло. Пофарми там каких-нибудь, я не знаю, орлов. Не орлов, гарпий каких-то. Также там на карте расположены рудники. Их можно тоже захватить. И если ты их захватываешь... А, погоди, это уже, наверное... Да, это личевская фича была. С подкреплениями. Да, это уже, ладно, это откат. Это фигня. Так, что, все, у меня тут плейлист закончился. М. Странно, когда я монтировал плейлист, что-то не было таких долгих пауз. Ну ладно.
А, еще одна интересная фича. Там же есть еще нейтральные кладбища, которые ближе к центру находятся. И вот нейтральное кладбище, его охраняют тоже элитные тролли, там из какого-то ледяного клана. И вот если ты очищаешь его, захватываешь, то там, естественно, можно респауниться. Но еще вот прям с той стороны через какое-то время можно заспаунить World босса, такого гигантского тролля. Он спускается с горы на центр поля боя, и его можно убить. Он типа по квесту. И потом этот квест ты сдаешь уже возле входа на БГ квестодателю. Также, когда ты там убиваешь противоположную фракцию какого-нибудь игрока или стражников, собираешь какие-то элементы по типу, я не знаю, поломанная броня, элементы брони. Не знаю, убил какого-нибудь таурена, и ты с него там собираешь условно какой-то скальп, да, там тауренский рог или что-то типа того. И это все тоже можно сдавать. Но это именно вот вещи, которые характерны только БГ. Стоит тебе из БГ выйти, они тут же исчезают из твоего инвентаря. Навсегда. И вот там вот некоторые вещи ты, допустим, сдаешь на базу. Там обломки брони. И таким образом, через какое-то время ты улучшаешь всю стражу на своей карте. Вот, ну, на БГ. Все охранники, все, кто вот на башнях сидит, все, кто патрулирует, они вдруг становятся сильнее. И так вот можно апгрейдить их 3 раза, наверное, пока они не станут элитными тоже. Можно призвать своего тоже World босса, который за тебя будет сражаться. Я вот не помню, кто это был у Орды. А, у Орды это был, короче... Это ты говоришь там с группой шаманов, и они призывают каменного элементаля гигантского. А у Альянса это эльфы, которые призывают Древо Войны. Они вот выходят на центр карты, призывают его, и это Древо Войны просто идет вперед на вражескую базу, пока ты, ну, пока враги его не убьют. Естественно, у него там много ХП. Он все, что видит, все он танчит. Это прям вот вообще офигенно. Это увидеть, это классно было бы. Мы так вот с этим древом прям до самого Драктара почти дошли. Просто потому, что его еще исцелять можно. Так, что у нас тут? ДПСа надо еще одного. Да, да, некоторые вещи, ну, большая часть вот этих всех приколюх, они очень даже хорошие. Я вот не понимаю, почему так вот решили упростить. Все-таки есть, допустим, Остров Завоеваний, который чем-то напоминает, конечно. Не совсем, но чем-то напоминает Альтераку. И был бы вот этот Остров Завоеваний. И все. А вот Альтерак оставили бы таким вот, каким он и был в классике. Оставили бы разве что вот эту вот фишку с подкреплениями, чтобы Альтерак не длился годами. Потому что реально были случаи вот на том сервере, на котором я играл. То, что БГ длится, ну, прям больше суток даже, по-моему. Это уже со слов других игроков. А так 600 подкреплений есть, и все нормально. Бывало такое частенько. Ты заходишь, какая-то партия свежих игроков прибывает, старая, которая уже просто тупо устала, уходит, ливает. Кто-то специально какие-то проблемы там устраивает, чтобы, ну, никаких продвижений не было. В этом плане я уже детали не особо помню. Так, ранг 2.
Может быть, мне ранг 3 уже поставить. Ранг 3. Так, тут у нас тоже паладин есть. Отлично. Да, как-то совсем непривычно мне перейти с Холли Паладина на Рестор Друида. Учитывая, что Рестор Друид, он как бы больше основывается на этих находках, я так понимаю. По крайней мере, попозже уж точно. Ближе к чему тут? К древу жизни, я так понимаю. Да, тут будет заклинание. Больше ходок. У паладина вообще все просто. Флешки кидаешь и все, и не паришься. Это правда, наверное, в ПВЕ контенте. Просто. А вот в ПВП проще сначала ходки раскидать, и потом уже идти в бой. Чувак! Серьезно? Да ну вас нафиг. Как же не люблю, когда они не смотрят то, что у меня мана. Неужели нужно каждый раз писать? Так, надо еще эти. А, блин, мне жаль зелень. Пока что мало. Опа, это что? Не понял. Кстати, да, точно. А, ну тут знаешь, это, наверное, тоже привычка, блин, классического Варкрафта. Потому что Shadow Meld классики это не тот же Shadow Meld Лича. В Личе ты можешь во время боя, чтобы просто убрать комбат. И КД, кстати, 2 минуты, да. А в классике ты не мог во время боя ее использовать, но КД было, по-моему, секунд 10. То есть, с одной стороны, меньше пользы, да, но с другой стороны, мог заранее в засаду какую-то встать. Отвык от этого всего. Ну и плюс еще за то, что за паладина играл. У него ничего такого не было. Так, ладно. Может быть, резнуть кого-нибудь из этих васянов. А, ладно, они уже все. Так, ну тут у меня еще наплечники будут.
А, так у нас еще и танк без щита. Печально. А этот данж не такой уж и простой. Тут же следующий босс, который будет справа. Он умеет МК мутить. Законтролит кого-нибудь и все. Скорее бы, кстати, дерево получить. Вспомнил, как я тоже на циркуле проходил эти испытания. Испытания, как его там? ИЧ. Испытание чемпиона. Просто на чиле раскидываешь все эти ходки. Некоторые из них просто раскидываются на всех 5. Или там одна из них. И все. Да, это точно. Да, это походу вот это вот. Да, вот heals up to 5 friendly targets. Вчера, когда я прокачивал, кстати, Холли Паладина, там чисто пару левелов оставалось до 55-го. Блин, вот вчера, конечно, немного подгорел. Потому что уже на 50-х тебя ЛФГ будет закидывать в БРД. Да, в Черную гору. И в зависимости от левела он будет закидывать иногда в разные части БРД. То есть он не всегда тебе закидывает на самую стартовую позицию, там где вот именно портал. И вот есть именно та часть, которая тебя ведет к ласт-боссу. И вот там вот самая проблемная фигня в том, то что, чтобы открыть двери к ласт-боссу, после 7 дворфов, боссов, там нужен ключик. Да, вот в этом вся и соль. И вот вчера у меня такое было 3 раза подряд. Просто, блин, 3 раза подряд. Потом на 3-й раз пришел игрок, который тоже начал там буйствовать. Кричит то, что он уже 4-й раз подряд, у него такая же фигня. Дважды у нас были разбойники, которые типа, да, ну, попробуем. Точнее, один промолчал, я у него дважды спросил, типа, разбойник, у тебя вскрытие замков проработано, прокачано? Тот молчит. По никнейму я понял то, что это китаец. По-английски, наверное, не понимал. Ладно. Второй сказал, да, у меня прокачано. Но в итоге оказалось то, что недостаточно прокачано. Как же меня это бесило, блин. Из-за этого просто куча времени потратил. Ха! Все. Это ГГ. Ну зачем сало опять кидать? О! Сработало. Александр не тупой.
Нормально, живем. Блин, ну может быть я еще как рестор друид, я совсем позабыл, как за него правильно тут играть. Мне просто бесит то, что у целительного прикосновения такой долгий, длинный каст. В отличие от флешки. Рога может открывать, да. Рога может открывать замки, но нужен определенный скилл. Так, ладно, они уже тут все восстановились. Так. Ну, тут проблема в чем? Rejuvenation условный, да? Как там по-русски, я уже не помню. Это самая слабая ходка в Варкрафте. То есть, еще с классики было известно то, что друиды мастера на все руки, но, ну, то есть они могут все. Они могут танковать, могут наносить урон в ближнем бою, в дальнем бою и исцелять. Но они все вот это делают хуже остальных. Хуже. И вот поэтому ходка это самая слабая, насколько я помню, во-первых. Healing Touch тут надо выбирать, разумеется, различные ранги этого спела, чтобы хоть как-то компенсировать. Но, как видите, не особо это помогает. Паладиновская флешка все равно остается для меня любимейшим заклинанием. А восстановление, она жрет дофигища маны, хоть и прям офигенное заклинание. Тоже одно из моих самых любимых. Она и исцеляет, и еще ходку накидывает сверху. Но она очень много маны жрет. Спамить его это не выход. Тут у друида появится какое-то, да, какое-то заклинание. Но оно, по-моему, появляется ровно на 80-м. А я как бы не особо планирую на 80-м оставаться. Но появится. Потом еще появятся еще две ходки, по крайней мере, по талантам. Вот тут еще будет и Instant Cast. Будет одного заклинания. И заклинание, которое поглощает все ходки. И хилит. И еще будет одна ходка, которая еще была введена в этом... В БК. Да, с символом он не будет поглощать стак. Там нужно какой-то символ покупать, это я помню. У меня пока только есть на возрождение, которое не требует этот вот реагент. Так, опа. А вот это мне надо. Да, жизнецвет, это вот то, что я говорил, это заклинание появилось в БК, и оно тоже появится, там это, по-моему, ходка, которая стакается 3 раза. Тоже хорошее, очень хорошее заклинание, мне нравится, да. Ну и плюс еще ко всему, когда ты находишься в форме дерева, то это прям тоже большой буст ко всему. Думаю, именно поэтому тут же в следующем аддоне в Катаклизме форму древа удалили из игры. Как таковую. И заменили на какую-то такую. Чисто на несколько секунд. И, по-моему, она даже сейчас еще сохранилась. Там чисто как бурст используется у рестарт друидов.
Так, тут еще слева могут сагриться, наверное. Не знаю. Проскочим. Да, с танком тут, конечно, беда. У него топор. Щита нету. Шмот, ну... Ну, про шмот, ладно, тут нечего особо сказать, потому что все-таки Warmane это X7. У меня лично шмот получше, просто потому что у меня уже есть персонаж ДК 79, поэтому я просто пару раз сходил в мертвой копе, в тюрьму и выбил там самые подходящие шмотки. Опа. Про это я забыл. А, точно, мне же еще плечи. О, вспомнил. Опять он там наагрил. Так, ладно. Я вот не помню, насколько самое долгое произнесение заклинания у целительного прикосновения. По-моему, 3,5 секунды. Это будет у 5-го ранга. Я еще просто, когда раньше играл, я не любил выставлять разные ранги заклинаний. Мне было плевать на это. Да и тем более в Личе это как-то не особо популярно, по-моему, было. Мне так, по крайней мере, казалось. Там вот эта вот кнопка, которая показывает все ранги заклинания. По-моему, она с Лича появилась. Не знаю. Не знаю насчет БК. А вот в классике, там по умолчанию вот этой кнопки вообще не было, и там ты все ранги заклинания видел. Поэтому там, допустим, были вот такие тейки о том, то, что вот одетый Рестор Друид фулл гире от Наксарамаса там использует там лоу ранги целительного прикосновения, Паладин там использует только флешки дешевые, из-за чего он вообще по мане не проседает. Да, все верно. Все верно. X7 это именно опыт увеличен в 7 раз, но только опыт. Профы тут увеличены в 3 раза. X3. Насколько я понял. Поэтому прокачка здесь очень быстро, учитывая тем более то, что это Лич Кинг, это не классика. Если играешь особенно за какой-нибудь спек, который танчит, то есть если ты вот берешь персонажа с целью танчить подземелья, спамить только, вот как я это делаю, правда, за хила, то есть танк или хил, то это вообще быстро будет. Пару дней, и ты уже, не знаю, ну, 50-й минимум. Тут просто прогресс далеко уже ушел. Тут уже все Лича фармят. Поэтому, я так понимаю, сервер больше подготовлен для high-level контента. Но твинков 79-го левела я уже видел. По крайней мере, 2. Случайно на них натыкался. Поэтому я вот подозреваю, что 79-й левел тоже относительно жив. Я здесь, в принципе, с этой целью тоже.
Игроков убивать. А вот мне как-то, знаешь, нравится. Я люблю прокачиваться, вот это вот ощущение, когда ты только создал первого персонажа. Но еще больше нравится, когда ты с кем-то прокачиваешься. В соло это прям не то. Как я уже говорил, это быстро наскучивает. Мне вот нравится, если вот кто-то со мной вместе, в паре, вот это вообще офигенно. Пока не получается найти какого-нибудь партнера, чтобы вместе по приколу играть, веселиться, троллить кого-нибудь. Так, тут музычка закончилась, надо переключить. Да. Мгм. Какой тут плейлист был? Не третий. Нет, не третий. Это четвертый. Так. Правда, прокачка, она больше, наверное, интересна на классических проектах. Потому что там все-таки чаще всего X1. Поэтому время довольно дольше идет. И ты успеваешь освоить много чего. То есть сама прокачка это уже отдельное приключение. Там закрытие всех этих простых данжей. Да, и правда. Но делать я этого, конечно, не стану. Меня X7 интересует. Ну да, это, наверное, все-таки для тех, кто хочет насладиться самим геймплеем. Сомневаюсь, что много кто это использует, вряд ли. А так, после прокачки, кстати, да, убивать игроков это второе, что я люблю. Причем иногда люблю не совсем честным способом. Хоть я и, как говорил совсем недавно, разбойников я совсем не уважаю, потому что это крысы. Но порой я и сам такими способами, ну, чуть позже расскажу. Сейчас мы тут босса завалим. Да, возможно. Вряд ли именно Warmane для этого подходит, учитывая, что здесь и донат почти на том же уровне, что и циркуль. Чисто для контента, да, я бы посоветовал, вот, на котором я еще тоже играю, это Turtle Wolf. Но это классика, правда, с одним нюансом, это классика плюс. Там еще есть кастомный контент, то есть там много чего переделано, улучшено, добавлено и так далее. В 4 раза, ничего себе. Ну тут понятно, потому что все-таки Warmane это европейский проект. А Циркуль это все-таки
Да, можно и просто... И все, что нужно. Ну, кто знает, может быть, ты первее это начал делать. Это тоже, это очень хорошая идея. Там же есть и крепость еще в степях тоже. Только там крепость, она, наверное, связана уже не с Култиросом, я не помню, а с этими... С Жайной Праудмор, короче. С Терамором. Блин. Ну ты чё, чувак, так быстро умираешь? Так, у меня тут сосед начал сверлить. Надеюсь, не слышно.
Если слышно, пишите. Я отрублю микрофон. Блин, пипец. Вот о чем я говорю. Я не привык вот так вот кастовать быстро. То есть медленно, но пальцами перебирать быстро. Так. Спирит 5. Интеллект. Ой, то есть 15. Ладно, возьму. Блин, пипец он сверлит. Тогда нормально, шумоподавление работает. Да танк дурачок, блин, с двуручным топором бегает. Так-то в целом у нас вроде бы урон нормальный, у нас 2 мага есть. А у них-то урон от шмота не зависит. Не, я прот. Last Stand даже есть уже. Повышает хп, если я правильно помню. Но я же правильно сделал, что я взял этот посох? А, я его не выиграл. Я думал, я его забрал. Ну ладно, хрен с ним, нет-то нет. Что-нибудь другое получу. Просто по талантам Рестор Друида я помню, скелется что-то от духа. Чем больше духа, тем лучше. Это раньше в том же классике дух был практически бесполезен, кроме регена, хп и маны вне боя. Ага, у меня такое было. Я не помню, на каком я сервере играл, тоже Лич Кинг. Я из-за этого сильно поругался с каким-то танком, он был паладином, но он танчил в ретри-ветке. Идиот. Начал рассказывать о том, какой он там крутой мейн за паладина с опытом чуть ли не в 300 лет, я не знаю. А в итоге просто помирал, как муха. Я уже не помню там детали, как мы с ним срались. Да и не только я, там вся группа его захейтила. Это был данж, там где ласт босс Анубарак. Именно данж, не рейд. А вот я не помню, кем я был. Я, наверное, был просто ДПС ретри паладин. Сейчас вот тут пока у него вроде не особо сильные файты. Блин, я забываю таланты прокачивать. Мне как раз тут ходку улучшает. Где-то тут было. Я читал. Increases your spirit. Или сама форма древа. Блин, и так быстро тут все прошерстил. Нет. Во. Улучшенная форма древа жизни увеличивает именно heal. Healing Spell Power на 5%, ну, на 15%, если все 3 пункта вкачать, от духа. Но только когда во время древа. Но я думаю, тоже полезно.
Да, все верно, нажал на руб. А, блин, точно, я могу тут шкурки снимать. Я и забыл. Я и забыл. Так, там, по-моему, уже ничего не было. Ну-ка. Мастер анатомии. Мне нравится то, что в Личе добавили пассивные эффекты, когда ты вот апаешь максимальный уровень какой-то профессии, где нужно собирать ресурсы. Там утравничество отхил, горное дело ХП повышает. Этот мне очень нравится. Больше смысла прокачивать профессии, больше пользы. Потому что потом, по-моему, профессии стали все более и более бесполезными. Так. Сейчас пустим кабана на шашлыки. А, он, по-моему, еще может в ярость входить. Тут... Да блин! А чё это так? А, он может быть еще не в деф-стойке находится. Ё-моё. И поэтому агро не держится. Блин. По мане просел, конечно, неплохо так. Ладно. Ну вот сейчас вот я тут снимал шкуру. И вот у меня второй ранг. Мастер анатомии. Вот. Пока что на 6 единиц. А так, да, вот, это прикольно. Но, естественно, самый прикольный получается утравничество. Это, по сути, дополнительная ходка, правда, которая на тебя лишь действует. Но почему бы нет? Особенно для тех классов, у которых отхила своего как бы нету. По-моему, моего твинка, ДК, который вот именно на циркуле, вот у него, по-моему, была эта способность. Так, ну, проживет. А, сейчас сало еще кинет на меня. Отлично, успел. Две и 8 секунды. А было бы 3, кстати. Я по талантам немного сократил. Наверное, надо будет, не знаю, полностью сокращать или нет. Просто, если не ошибаюсь, когда появляется форма древа, не особо-то и уже и надо вот это вот заклинание, целительное прикосновение. Оно не так часто будет использоваться. Изначально она же появилась в БК. И когда в БК ты превращаешься вот в это древо, тебе запрещено использовать именно целительное прикосновение.
в этой форме. Можно было использовать только ходки и вот это вот восстановление. Понятно. Чуваку пофиг. Тогда все нормально будет. Не знаю, с чем это связано, но этот баг уже давно существует. Так, скинем всю кожу. Так, сейчас продадим мусор. Апнем обилки и... Еще, может, какой-нибудь 1-2 данжа. Сколько тут я уже? 2,5 часа. Нормально.
Блин. А точно, надо еще напитков купить. Я сейчас уже 28-й. Надо будет как раз купить напитки по 25 левел. Так, что у нас тут есть? Ну, корни можно, кстати, да. Ускорение можно. А, 5-й ранг уже все, уже не повышает, кстати. Длительность каста. Ну ладно. Тоже хорошо. Так, ну что, погнали. Регаем дальше. Правда, только 28-й левел получается. Я прошел сколько данжей? 2, наверное. Ну ладно, на старте стрима не так, конечно, получилось все. Я там сколько ждал? Минут 20, наверное, пока прокнет данж, во-первых. А во-вторых, группа попалась неадекватная. Мягко говоря. Чуваки, которые не могут просто купить все билки. Прям вообще голые-голые. Так, точно. Мана. Так, это есть. Так, как у меня надо, кстати, снятие шкур теперь? 181. Нормально. Так, ну ждем прока. Так, главное потом не забыть разобраться с ОБСом. Почему мне бывает проседает FPS. Найти проблему, которую непонятно где искать. Блин. Так, что там? А, танк опять. Ждем. В принципе, можно, кстати, по-быстренькому этот квест сдать и все. Пока мы тут ждем данжа. Но все равно тут мне особо ничего не даст.
Голды мне все равно не хватает. Я даже не помню, сколько голды нужно потратить на первый маунт. Именно в личе. Наверное, приблизительно столько же, сколько на классике. Может и меньше. По-моему, где-то 50 голды. Мне вроде как-то говорили, когда я играл за паладина. Только 22. Так, еще один талант, потом вот куда бы мне закинуть? На сокращение каста или все-таки уже сюда? Мастер шифтер. Все-таки у меня форма древа еще не скоро. На каком-то на 50-м левеле. Получается. Допустим. Если сюда, потом откроется следующий тир. Но в первую очередь наверняка надо Nature Swiftness брать. Потом уже сюда можно. Это он тоже неплохой. А, 3 голды? Серьезно? Серьезно? That was quite unexpected. Ну ладно. Ах, какая хорошая подарка. Мои любимые маунты, кстати, это эльфийские пантеры. Именно если наземные. Но это
Если говорить о классических расовых маунтах. Лошади, наверное, самые скучные. Потому что, ну, это просто обычная лошадь. Ну, кроме паладиновской лошади. Эпическая паладиновская лошадь, вот там, да, другая тема. А вот дворфийский баран и этот цапля механическая, ну, прикольно выглядит, кстати, вот именно цапля. Особенно, когда на ней какой-нибудь большой персонаж. То, как они передвигаются. Баран, ну, тоже такой себе. Так. 9 минут. Танка нету. Чё ж так-то? Так, ну прокачивать пока профессию, в принципе, можно. Немножечко ресурсов у меня там вроде банки было. Так, ну давайте возьмем все. И я беру все. Ruined Leather Scraps, наверное, уже нафиг не надо. Продам. О. Серую хрень даже взял. Положил банк. Ну да, это было тупо. Еще рано, чтобы у меня была бы такая кожа. Она вот будет следующая после толстой кожи. Так. Что тут можно намутить? Спайси карма. Пригласили в общительную гильдию. А тут получается 0 народа. Ну, ладно, 9. И в онлайне только гильдмастер. Варлок 10-го левела. Так, ладно. Heavy Armor Kit. Кстати, можно наспамить. Можно сделать вот так вот.
Так, соль. 4 штуки. Блин, было бы чуть-чуть больше кожи, мог бы сразу на всю шкуру замутить. Ладно, пока сделаем так, как есть. Все равно сильно много фармить тоже не надо. Учитывая, что тут X3. По сути, это все реагенты такие проходные. А потом уже лечевски надо будет фармить. Так, ну нормально. 3 из 4 мне апнули левел. Хорошо. А теперь можно и Heavy Armor Kit. Но сначала... А, ну давайте, ладно, сначала шкуру замутим. Так, что он там написал? Так, хорошо, Heavy Armor Kit еще. Еще оранжевый. Так, 5 на 5, 25. Тогда 5 мутим. Ну ладно. Немножко голды. От нашего гильдмастера щедрого. Взяточка. За то, что живем в его составе. Так. а, Надо регнуть снова данж.
Так, ну если есть гильдбанк, то тогда... Тогда. Я закину туда плечи. Может, кому-то пригодятся. Так, а что так много спамит? Это все трейд-чат, да. Ну ладно, из него выйти нельзя, только нужно... Только если выйти. Так, ну что, тут снова теперь ищем данж, да? Группу целую, офигеть. Ой. Так, ну ладно тогда. Если сейчас в ближайшие минуты не найду, тогда, наверное, буду потихоньку закругляться. Поболтаю со своими, разве что, новыми гильдмейтами. Вроде бы хорошие ребята.
Так, плечики. Так, что тут еще можно таким поделиться? Накладки. Да думаю, нафиг они никому не нужны, эти накладки.
Vicious Fallout. Понятно. Понятно, короче, ладно. Тогда я воскрешаюсь или ва? Очередной аутист на танке. Понятно.
Короче, ладно. С ними я не буду проходить. Но нафиг портить опять настроение. Пора отдохнуть. Так. Постримили, в принципе, 3 часика. Вполне нормально. Отлично пообщались тут в чатике. Был рад. Надеюсь, что люди еще вот эти вот будут заходить. Смотреть, общаться. Буду очень рад компании. Всем спасибо. Насчет завтра. Так, что у нас завтра вообще? Сегодня у нас среда. А завтра... Посмотрим. Я могу, в принципе, завтра тоже продолжить еще. Потому что я ожидал, что в Армении никто смотреть не будет, а оказывается нет. Тоже неплохо заходит. Поэтому можно завтра тоже на Армении еще поиграть за друида. Да. Туртулов, ну посмотрим. Захочется, может быть, и Туртулов запустится. Но в пятницу... Да, это насчет четверга. Вот. Либо Туртулов, ну, скорее всего, Вармейн опять. Так проще. В пятницу 100% уже, наверное, будет опять Holdfast. Чтобы просто почилить в пятницу. Ничего такого, чтобы не делать особенного. В общем, как-то так, ладно. Всем спасибо, кто заходил. И тогда до завтра.